Здравствуйте, зрители канала. Вот наконец-то выбрались в гараж. Первый наш с этой весны скутер пригнали на ремонт. Надо отрегулировать клапана. Скутер 80 кубов, 139 QMB мотор. Так, чтобы отрегулировать клапана, нужно нам открыть доступ к крышке клапанов. То есть, соответственно, надо снять унитаз и вот эту переднюю защиту. Вот, мы уже это сделали, как бы, там ничего сложного нет. Дальше, что мы делаем? Надо снять вот этот шланг, отсоединить. Так, отсоединяем шланг. Это сапун. Его закрывать ни в коем нельзя, иначе будет плохо. И снять вот эти 4 болта на 8. Вот снизу, покажи еще там болт. 4 болта, крышка. Вот эту крышку надо снять. Так, инструмент. Инструмент я использую самодельный свой. С каленых болтов от станков. Подожди, показывай. Торцовый на 8. Вот. Удобно, практично, крепко. То есть закрутка очень серьезная. Так, чтобы отрегулировать клапан, ключ на 9 нужно. Сделан из ключа 8 на 9. 2 накидных. То есть немножко еще модернизирован, здесь проточенный, чтобы было удобно клапан регулировать. Плоскогубцы. Как бы вот надорный инструмент. Еще. Да, и щупы, соответственно. Набор щупов. Можно сделать и на глаз, если опыт большой, но для начинающих обязательно нужно щупы. Так, давайте паузу пока. Так, включил. Вот сняли крышку клапанов. Соответственно, вот такой вид у нас. Теперь нам нужно выставить точки, по которым ориентируется верхнюю мертвую точку. Так, чтобы выставить верхнюю мертвую точку, кикстартером проворачиваем. Вот здесь на звездочке ГРМ. Так, чтобы нам отрегулировать клапана, нужно выставить метки верхней мертвой точки. Так, ветки должны 2 метки быть. Вот снял крышку воздухозаборника. Так, 2 болта вот здесь показывает, 2 болта вот тут, 2 болта вот тут. Вот отсюда она снимается. Так, ротор генератора выставляем. Вот здесь есть буковка Т. Вот выступ, отливка на картере. Они должны совпасть. Видно, да? Видно, я уже показал. Так, это одна метка. Другая метка на звездочке ГРМ. Вот. Вот так, как здесь. Здесь есть большое отверстие и 2 маленьких отверстия. 2 маленьких должны быть параллельно головке, а большое отверстие перпендикулярно. То есть это верхняя мертвая точка. В этом положении оба клапана должны быть свободны. То есть не должно быть зажатый клапан. Как мы видим, вот этот клапан зажат. Этот нормально. Подожди, так. Там еще вот эти рисочки есть, да? Которые параллельно должны быть. Ну, видно крышки. отверстие просто. Отверстие вот по ним напротив уже отверстия-то. Да. 2 этих маленьких отверстия должны быть параллельно головке. А большое сверху перпендикулярно. Так, какие зазоры должны быть? Так, зазор. Так, покажи еще раз, клапана сейчас зажаты, да? Да, вот этот клапан не шевелится, то есть зажат. Обязательно пропала компрессия. Да, блин, рука. Этот вот видно, что он зазор есть, но я думаю маловато. Так, теперь какие нам должны быть щупы? Щуп. Так. Вот эти 2 щупа нас интересуют. Какие значения? 0,05 и 0,1. 0,05 на впускной клапан, впускной сверху, выпуск снизу. 0,1. 0,5 Впускной меньше. Почему больше выпускной? Соответственно, идет нагрев, больше выхлоп, то есть греется сильнее, поэтому зазор должен быть больше. Так, чтобы отрегулировать, мы должны ослабить вот эту гаечку. Она на 9. Так, ослабляем. Теперь нужно ослабить сам клапан. Я использую плоскогубцы, но тут должен быть какой-то ключик. Так. Вот, у нас появился зазор. Теперь подкладываем щуп под клапан, между клапаном и тарелкой. Так, подложили. Докручиваем. И гаечкой затягиваем. Так, как бы докрутили. Он должен быть, как бы, щуп спокойно, да. Как бы не быть прям там зажатый, то есть ходить там, да. Так, теперь нам нужно зафиксировать все это дело.
Так, фиксируем как. Можно ставить щуп, то есть как бы, чтобы зазор был. Так, берем плоскогубцы, берем вот этот ключик, заряжаем на гаечку. Плоскогубцем придерживаем, чтобы он не крутился, не болтался. И подтягиваем гаечку. Так, видите, переставляем. Подтянуть нужно прилично подтянуть. Ну, не с дурью, да? Да, без фанатизма. Не от плеча. Так, вот. Сейчас попробуем. Протянул. Так, потянул. Все, хватит. Щуп вынимаем. Прошел легко. Чувствуете, все, у нас есть зазор, все отлично. Зазор есть. Второй клапан по такому же принципу, только на 0,1. Соответственно, да. Не будем показывать уже, но выпускной также, только щуп, соответственно, используем 0,1. Ага. Щуп 0,1 на нижний. Ну, думаю, все понимают, что 0,10 и 0,1 это то же самое. 0,05. А здесь 0,05 на впускной. Тот выпускной нижний. Все, спасибо. Так, собирается все в обратном порядке, в принципе, все. Да, все. До свидания.